Покупать на AliExpress безопаснее с AliTools. Рейтинг доверия продавцов, история цен, популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. Всем привет! И вот у нас сегодня наступило время снимать проверку и тестирование техники находок, которые были найдены у нас в видео находки за октябрь. Много довольно всего интересного было, очень разнообразные хорошие находки. Итак, приступаем и будем сначала проверять, пожалуй, самое крупное. Начнем, пожалуй, с кофемашинки. Так, вот, как вы помните, была найдена вот такая кофемашинка Bosch. Я уже все посмотрел, вроде все чистое. Будем пробовать включать. Итак, включаем. Так, она включилась. Как-то зажужжала, на всякий случай поставим емкость. Так, чего? Ничего вроде не горит. Мигает индикатор старт. Так, ну вот что у нас вышло. Вот зачем-то она так себя ведет, потому что я уже проверил ее перед съемкой видео. Зачем-то пропускайте себя воду, которая налита здесь. То есть здесь должна всегда стоять какая-то емкость. Или же это связано с тем, что она долго была у нас отключена от сети. Все индикаторы горят красным. Здесь у нас много регулировок. Вот она, кстати, сейчас стоит на молотом кофе. То есть вот сюда в отсек, который с этой стороны, надо засыпать кофе. Но у меня такого кофе сейчас нету. Поэтому можно попробовать нажать старт на холостую. Она, по идее, должна прогреть воду и ее как бы налить сюда. Никаких ошибок, по идее, выдавать не должна. Если же включить на кофемолку, то явно что-то будет не то. Ладно, пробуем сначала так. Так, ну и... Чего интересно? Вот, загудело. Ну, признаки жизни подает, это уже хорошо. Вот, у нас вода потекла. Так, горячая, пойдет, значит, нагревательный элемент работает. Даже запах кофе пошел. Видимо, там чуть-чуть где-то есть остатки старого кофе. Так, эта банка, блин, протекает. Она металлическая. На пол сейчас все потечет. Так, все, отключилось. Так, смотрим. Все вроде включилось. Ну, смотрите. По идее, она может быть даже рабочая. Воду вскипятила, но она сейчас пустая, поэтому она просто у нас вода. Но кофейный аромат присутствует. Зачем же ее так выбросили? Видимо, не была востребована. Вот здесь загорелся индикатор, кстати, что закончилась вода. Так что работает. Возможно, и полностью работает, потому что все вроде прогоняется, вода нагревается, ошибок не выдает. Здесь еще, кстати, есть кофемолка. Ее, она, наверное, работать сейчас не будет, потому что вода кончилась. Ну да, все кнопки погасли, потому что надо долить воды. Ну так, в принципе, работает. Возможно, требует обслуживания, но это все ерунда. Это все можно сделать, потом уже протестировать. Так, первое включение у нас нормально работает. Ничего не протекает. Так что довольно неплохо. Так, сейчас будем проверять что-нибудь другое.
Так что повезло успеть, а то бы таджики сразу приметили и взяли бы ее на металлолом. Такую вот хорошую вещь. Так, дальше будем включать провод вот этот вот струнный принтер Canon. Так, вот его у нас действительно первое включение, потому что кофемашинку все-таки более интересовало проверить. Не снимали на видео, а этот так и стоял. Ни хрена не включался ни разу. Так, включается? Включается. Звуки странные, возможно, механики хана. Так, вроде включился, ничего не мигает. Давайте сейчас попробуем что-то напечатать. Блин, жаль, нет картридера, надо сейчас и к компьютеру подключать, там драйвера устанавливать, но все же давайте попробуем. Что-то он сам закрутился, я его не трогал. Так, есть проблема. У меня куда-то исчез, пропал провод USB-шный, который сюда надо подключать. Обыскал всю комнату, он куда-то исчез. Так что проверить мы его не сможем. Ну да ладно, возможно здесь краска у нас высохла, как обычно. Возможно выкинули именно поэтому. Но он хоть подает признаки жизни, и то хорошо. Как бы вот так. Приступаем к проверке следующих штук. Я бы, конечно, мог поискать еще около часа, но просто аккумулятор у камеры уже осталось только половинка деления. Опять долго заряжать неохота ждать уже, потому что поздно. Да, был бы там картридер, было бы куда проще. Так, есть у нас два ЖК монитора еще. Давайте-ка их сейчас проверим. Так, вот такой монитор BenQ, немного покоцанный. Кстати, я заметил, что его кто-то открывал. У него с боков вот есть следы вскрытия. Значит, возможно, он даже пайный внутри, и скорее всего с ним что-то не то. Ну, сейчас мы это проверим. Так, подключили, благо такой провод у нас есть. Так, нажимаем кнопку включения. И ни хрена, даже индикатор не горит. А, нет, мигает и все, и погасает. Да. И я вижу, что подсветка у него тоже мигает. Это тоже видно. Но на камеру ни хрена, на глаз видно. Не включается. Я помню, что такой монитор находил летом 2015 года, и он тоже не включался. И там были кондеры, короче, виноваты. Ну, посмотрим, откроем, увидим, что совсем не то. Так, этот не рабочий, значит. Есть еще второй монитор. Вот такой. Этот уже покруче, хоть они оба 2003 года. Но этот у нас 19 дюймов и в идеале. Так, я в видео находках его уже включал. Он показывает нет сигнала. Но вот к компьютеру еще его не подключал. Сейчас мы это проверим. Здесь провода тоже все есть, поэтому долгие муки поиска нам не предстоят. Так, мы его подключили к ноутбуку. Сейчас включаем и включаем ноутбук. И он должен определиться. Так. О, что-то есть? Ну что за пипец? Странно, странно. Так, что-то компьютер у нас перезагружается. На мониторе компьютера у нас есть заставка и загрузка винды, а на экране монитора что-то пока не хрена. Однако индикатор горит зеленым. Запуск Windows. Система загружается. Еще синий экран почему-то вылетел. Интересно. О, и картинка появилась. Не очень яркая, но есть. Смотрите-ка. Сейчас введем пароль. Еще ввести было правильно. Вроде правильно ввели. Итак, в принципе, монитор у нас, да, работает вроде бы нормально. Но почему был экран смерти? Так. Еще надо разобраться. Как выйти через этого? Так, почему винда слетела, не знаю. Так, где здесь яркость и контрастность?
А, ну вот она. Так, контрастность почти на всю. Почти на всю. Все вроде действует. Ну и светлость у нас тоже на всю. То есть, или тут лампы чуть-чуть уже подсели, или же он просто потому что старый. Но только он работает без дефектов, по матрице и по внешнему виду тоже, кстати, в очень хорошем состоянии. Хоть и 2003 года. Так что такой монитор это довольно неплохая находка. Вот если свет выключить, допустим, то вот он, в принципе, нормально показывает. И 19 дюймов. Так что это хорошая находка. Я даже не знал, стоит ли его открывать, смотреть ли кондеры. ViewSonic это не BenQ, у BenQ часто перегрев, а этот, смотрите, 2003 года и до сих пор работает. Конечно, что был слет винды, не знаю. Может, просто совпадение, что я резко компьютер выключил. Так, что будем сейчас следующее проверять? Что-то у нас еще осталось. Так, есть два автомобильных блинамика. Давайте мы их просто переменным током хотя бы прокачаем. Хоть увидим, работают ли они. Так, подключили трансформатор. И пробуем подавать. Здесь 6 вольт, просто переменки. Так что сгореть динамики не должны. О, работают. Наверное, второй работает. Здесь только клеммы у них поломаны, я вижу. Ну давай. О. Это у нас тише работает. А здесь у нас что-то чуть-чуть дребезжит. Так. А, ну вот, наверное, по диффузору вот этот провод стучит. Динамики вот такие, но их уже показывал. Пионер. А, у них здесь... А, нет, клеммы целые, я что-то попутал. Мне показалось, что обломаны. Не, все цело, все цело. Ну, такие дины работают они, что, их и чистить не надо даже. Даже и не шарахуют. Ну, немного помусоленные, но так рабочие. Так, это все, что было из автомобильной темы у нас за выпуск находок за октябрь. Так, еще у нас было 3 наручных часов найденных. Но, блин, я их не могу открыть. Здесь специальный ключ нужен. Пробовал, как в видео показано, сгибать вилку, сгибать пинцет. И так не могу их открыть. Ужасно туго все. Боюсь просто корпус повредить. Так что хрен их знает, работают они или нет. Вот эти выглядят более-менее солидно. Какие-то Майкл Корс. Вот такие. Ну и вот эти двое более такие легкие. Но они все, видно, что кварцевые электронные. Так, с помощью шила и плоскогубцев я смог все-таки сдвинуть эту крышку. Она теперь с трудом, но крутится. Во, видите? Они так туго закрыты. О, все. Откручиваем. И сейчас посмотрим, что там внутри. Так, все, кажется, открылось. Так, открылось. И... Да, там внутри стоит батарейка, вон она. Сейчас мы ее вытащим. Попробуем хотя бы подзарядить. И поставить и посмотреть, будут ли они ходить. На механизме увидим надпись Japan, Япония. Вон там. Блин, я не часовщик, но надо еще уметь батарейку отсюда извлекать. Там такая какая-то непонятная вообще система крепления. Вон. Вот она. Мы ее все-таки вытащили. Пришлось здесь разобрать кое-что. Блин, жалко, у меня такого нет рабочей. Ну, попробуем подзарядить. Батарейка фирмы Sony. Так, подзарядили. Она ток вообще не берет, но сильно греется. Так, 1,6. 1,6. Да, в принципе, в пределах нормы. Думал, на пару секунд хватит. Хоть узнаем, ходят ли эти часы. Сейчас будем засовывать туда обратно батарейку.
Так, засунули. Вау! Ходят, ходят. Значит, их выбросили поэтому, что батарейка сдохла и не смогли открыть. Но насколько ее хватит, неизвестно. Но часики у нас рабочие, что довольно круто. Так, первые у нас рабочие. Но по виду эти самые крутые. Эти уже более простецкие. Так, есть у нас еще вот эти. Во, эти легко открываются. Здесь батарейка вообще как шарик вздутая. Можно ли ее зарядить? Фиг знает. Так, она... Блин, часы сейчас эти сломаю. Эх. Она тоже греется. Сейчас посмотрим, хоть один сколько-то есть на ней. Ну, 1,3. Не знаю, хватит ли этого. Но все же проверим. Ставим на место. Так, и смотрим. О, они тоже работают. Смотрите. Тоже ходят. Вот часы часто выкидывают из-за этого. Покупают, потом думают, а, что-то они перестали ходить. Значит, сломались. Кто вообще не знает принцип их работы, что там внутри надо менять батарейку, что они работают не сами от себя, а от электричества. Так, эти тоже ходят. Ну и последние остались вот эти, у которых, блин, большая крышка. И нет никаких даже защелок, я даже не знаю, как ее открыть. Так что они сейчас тоже не ходят. Если только ножом попробовать. А так что-то и не поддевается ни хрена. Вообще. Все, ножом все-таки смог открыть. И здесь мы видим тоже батарейку, которая, кстати, здесь не вздутая. Интересно, может эти часы дохлые? Проверяем. И 0,28 вольта. Скорее всего, часы у нас 100% тоже рабочие. Сейчас подзарядим и вернемся. Так, что-то это вообще берет только 10 миллиампер при напряжении 4 вольта. Что-то вообще какое-то ужасное. О, 1,4 есть. Можем, кстати, уже и проверить тогда. Может быть, уже они у нас оживут. Так, вставляем и смотрим. Да, конечно, они работают. Но батареек, наверное, хватит, но не знаю насколько. Но часы у нас тоже работают. Так что вот 3 таких часиков было найдено. Пока еще все ходят. Конечно, вот эти самые крутые, самые тяжелые. Да, пока все ходят. Так, ну давайте приступим к остальным еще вещам, которые осталось нам проверить. Так, ну нам еще осталось проверить кое-какие штуки. Сейчас у нас 2 по 2. И первый у нас целых 2 цифровых фотоаппарата. Вот они в своих коробках. Вы только посмотрите. Они оба очень старые. Вот такой вот Rover Shot 5 мегапикселей. И вот такой вот Pentax Optio, тоже 5 мегапикселей. Они у кого-то сохранились прям со всем комплектом. Все прям в порядке. Якобы. Но не все так просто. Здесь весь комплект есть. Вот у этого фотоаппарата зачем-то открывался корпус. Так, я его уже в находках показывал. Он показывает аккумулятор разряженный. Сейчас мы попробуем его зарядить и посмотрим, работает ли он. Но зачем-то его открывали, значит, чего-то с ним не то. Ну, а мало ли. Может быть, чистили матрицу там или что-то так. Вот, все работает, все заряжается. Фотик вот такой уже убитый весь. Он металлический, алюминиевый. Карты памяти нету. Дисплей вроде не битый. Все, смотрите, здесь затерты кнопки. То есть юзался он ужасно часто. Вот здесь тоже такой размусоленный. Ну, сейчас подождем, зарядится аккумулятор и проверим. Так, ну, минуты 4-5 позаряжался, даже чуть теплый стал. Так, сейчас не спутать бы какой стороной. Так, вроде так, все, и пробуем. О, он работает, посмотрите, 2005 год. Ему 11 лет. Так,
И почему это он, интересно, выключился? И отрубился. Странно. И отрубился. Может, плохо зарядился? Давайте-ка еще зарядим. Так. Позаряжали мы его долго. Он теплый, прям такой стал. Но индикатор зарядки у нас не погасает. Все равно горит. Ну да ладно. Пробуем снова. Что-то он так... А, вот. Так, здесь у нас индикатора аккумулятора нету. Поэтому непонятна зарядка. Ну, и он отключается. Наверное, что-то не то. Может, с объективом, может, с чем-то, не знаю. Да, не просто так его разбирали. Короче, этот у нас не работает. Не работает, но есть еще второй. Сейчас проверим второй. Так, вот этот. Так, вот он здесь лежит. Вот такой. Этот довольно прикольный был, наверное, крутой в свое время. Состояние у него прям в идеале. Так, во-первых, нужны обычные батарейки. А во-вторых, здесь стоит своеобразная карта. Такой формат. Вот такой компакт-флеш на 1 гигабайт. Так, батарейки у меня где-то были. Вот они. Так, батарейки вставили. Пробуем. Что такое-то? Нет, все правильно. Вот, ни хрена себе как туго включается. Закрывается, то есть. Так, включаем. О, какие звуки интересные. Так. И... А где изображение? А, во, смотрите. Да. И выключился. Что такое? Странно. Так, что-то и выключается он. Вынули карту памяти, может быть в ней дело. Так. Нет, он снова выключился, смотрите. Снова выключился. Значит, не в карте памяти. Вот, сейчас включился. Странно. Что это такое? Так, ну ему фоткать не на что здесь. Да, смотрите, какой звук выключения у него прикольный. Включаем. Так, странно. Вставляем заново ее и пробуем сфоткать. О, сейчас включился. Так, получилось. Так, тоже получилось. Теперь посмотрим. О. Так, а перематывать как? А вот. И вот. Смотрите, работает. Но что-то я не понял, что он выключался сначала. Так, в принципе, работает. Так, ну что у нас осталось из вещей, из техники, которую осталось проверить? А именно у нас осталось самое интересное. Это у нас 2 ноутбука. Давайте-ка мы их сейчас проверим. Так, сначала возьмем, который постарее, потом который поновее. Так, вот у нас, который постарее. Вот такой ноутбук. Его кто-то открывал. Видно, он уже весь раскрывается. Вот, посмотрите. Возможно, с ним что-то не то. И нету блока питания.
Это ноутбук где-то 25-летней давности, скорее всего IBM. Так, сейчас нам надо что-то придумать, колхозить, чтобы сделать к нему питание. Так, подключили мы лабораторный блок питания. Пробуем включать. Оба, что это? Да. И, конечно, он не работает. Не просто так его выбросили и открывали. Так что первый ноутбук у нас не работает. Жаль, конечно, такой экземпляр уже довольно редкий. Ну, хоть матрица не разбитая. Так, ну и последний у нас остался еще один ноутбук, который уже посовременней. Вот он, Dell. Он немного у нас измусоленный. Но так, он целый, не разбитый. Все петли, матрица, все цело. На нем у нас была Windows XP, стоит Intel Centrino Duo. Так, он так не включается, но он, наверное, разряжен. Сейчас надо нам с блоком питания разобраться. Нет блока питания, а у меня такой есть, но он немного неисправен. Вот у меня есть такой БПшник. Это давно мне когда-то там отдавали ноутбуки за ремонт какого-то там плазменного телевизора. Он рабочий, но у него вот здесь провод перебитый. Выгнешь, и светодиод иногда мигает, иногда вообще погасает. Так, включаем, вот он сзади. Так, по напряжению все правильно. Это от похожего ноутбука. Пробуем включать. Так. Индикатор здесь горит, вот он. Ну что. Здесь у нас ничего не горит вообще. Да, но все равно пробуем сейчас включить. Настроим камеру на матрицу и... О, включился! О! И этот ноутбук... Что? Он работает вроде, но что-то пишет, что инвалид. Работает-то работает. Конечно, это уже хорошо, но видите, что-то не то. Так, ладно, пробуем. О, Windows XP! Нифига себе! Но что-то у него там не то с программой, с какой-то. Может, конечно, дата и время всего лишь сбита. Ух ты, вот это круто! Ноутбук у нас даже загружается. Вот оно, качество Dell. Ну, посмотрим, сейчас система нормально ли стартанет или что-то не то. Так, все работает. Так, здесь у нас тачпад действует. Двое пользователей. О! О! Все, загрузился. Быстро так. Вы посмотрите, ни хрена себе, этот ноутбук у нас работает. Я уже когда-то... Вот, смотрите, что-то не то. Тачпад не действует. Как-то завис. Кто-то мне писал, что типа я систему устанавливаю перед проверкой. Ни хрена подобного. Это все здесь было. А, вот, заработало. Так, так, смотрите, он виснет. Короче, системы здесь или харду немного хана. Вот, видите, идет вечная загрузка. То есть тормоза. И панель пуск не появляется. Но ноутбук работает, это уже очень хорошо. Что все в железе вроде исправно, матрицы, клавиши на 10 тоже действуют. Но вот он как-то тормозит. Так что не только у каналов из Германии ноутбуки рабочие попадаются. Ну, что так долго-то? Ну, как-то вот он тормозит. Хоть бы его системную информацию-то посмотреть. До сих пор не могу сделать панель пуск. Так, и часы пока продолжают ходить, и вроде пока правильно. Ну что, так он и не загрузился. Все что-то ищет. Во, смотрите, обратите внимание, здесь Windows вся на английском. Возможно, ноутбук покупался даже не у нас. Ну, видите, как он тормозит ужасно долго. Открывает. Всего лишь мой компьютер. Ну, откроет или нет? Куда все делось-то?
О, открывает. Ну, видите, как медленно. Во, открылся. Так. Видите, думает он очень долго. Так, открылся. Вот его характеристики. 1,6 ГГц, вроде как двухъядерный, и гигабайт памяти. Ну, систему, ясное дело, надо будет переустанавливать и потом уже смотреть. Кстати, памяти у меня вроде есть 2 по гигу из нетбуков, которые я находил летом. То есть сюда можно поставить побольше. Так, в принципе, рабочий ноутбук, смотрите. Все работает, но просто он тормозит. Или система засрана, или жесткому диску немного хана. Так, сейчас проверим аккумулятор, кстати, еще работает ли аккумулятор. Так, выключаем его. Матрица нормальная, без дефектов. Вот, видите, как долго. Ну так, если поставить 2 гига памяти, он так для интернета еще будет нормальный. Кстати, забыл я посмотреть, сколько здесь карт. Ну, наверное, гигов 80 максимум. Так. Отключаем. Так, нет, там что-то мигает индикатор вон аккумулятора. Что с ним что-то не то. Не включается. Аккумулятор, значит, полностью дохлый. Так, ну так, ну вот рабочий, в принципе, это уже радует. Так, вот у нас тест аккумулятора. И мы видим здесь, что он вообще не зарядился. Я нажимаю, вообще ни хрена. То есть он полностью дохлый. Или особо он не нагрелся. Ну вот такие у нас были находки за октябрь. Вот мы их все проверили. Так что очень хорошо. Ноутбук этот рабочий. И часы рабочие. Ну и монитор тоже, который большой рабочий. И кофемашина, возможно, работает. Так что очень даже круто. Так что это видео можем заканчивать. Ждите следующих выпусков находок. Надеюсь, у нас и за ноябрь что-то будет интересное. Пока что, в принципе, все. Всем пока.